Приветствую вас на канале Данил Прохождение игр. В этом видео я постараюсь подробно рассказать и показать весь процесс установки операционной системы BlissOS. Такого видео на YouTube достаточно много, но у большинства есть существенный минус: практически никто из снимающих установку операционной системы не показывают и не объясняют всех мелочей и нюансов установки, которых достаточно много. В результате у вас при попытке установить систему себе на ПК с большой долей вероятности, как было и у меня в свое время, возникнет масса вопросов и непонимание некоторых моментов установки. Все этапы установки я буду последовательно показывать, а также я буду переводить все надписи, которые будут появляться в процессе установки. Я думаю, среди тех, кто собираются себе установить BlissOS, немного найдется людей, которые легко могут перевести надписи, появляющиеся в системе во время установки. Именно из-за этого и возникает большинство трудностей при установке. Обо всех этих моментах и нюансах я и хочу подробно рассказать вам в данном видеоролике. Теперь расскажу немного о самой операционной системе BlissOS. BlissOS – это программа аналог Android для компьютера. Устанавливают эту операционку, как правило, на слабые или старые компьютеры, так как она не очень требовательна к железу ПК и обладает всеми плюсами, присущими операционной системе Android, таких как установка Android игр, программ и так далее. В установке этой операционки на мощный ПК я не вижу смысла. На таком компьютере эту операционку с успехом заменяет любой эмулятор Android. А теперь пришло время рассказать о некоторых нюансах, о которых вы должны узнать, прежде чем начнете устанавливать данную операционку себе на ПК. Первый момент, на который я бы обратил ваше внимание, это заранее подготовить место, куда вы будете устанавливать свою систему. Что я имею в виду? Например, вы будете устанавливать BlissOS на отдельный раздел диска. Так вот, этот самый раздел вы должны создать и подготовить заранее. Как это можно сделать, я расскажу вкратце ниже. Например, у вас на ПК в проводнике вы видите один диск, допустим, это диск C. Тогда вам желательно разделить свой жесткий диск на два раздела. Это можно сделать несколькими способами, в том числе и штатными средствами Windows. Но я для себя нашел другой, более простой способ, как разделить диск на несколько разделов. Помогает мне в этом программа AOMEI Partition Assistant. Ссылку на скачивание я оставлю в описании к видео. Скачиваете и устанавливаете эту программу. Запускаете и видите подобный экран, на котором ваш диск, или здесь может быть несколько дисков, если он у вас не один. Теперь выбираете диск, который хотите разделить, и из списка в меню слева нужно выбрать команду «Разделить раздел». А далее ползунком просто отмеряете, сколько вы хотите выделить места под свою Android-систему, и затем нажимаете ОК. Теперь все, что вам остается, это выбрать пункт «Применить» в верхнем левом углу. Ну вот, ваш новый раздел диска создан, и теперь я вам настоятельно рекомендую его переименовать на любое понятное вам название, или запомните, как он называется сейчас. Это впоследствии очень поможет вам в установке. Еще что вам нужно сделать? Это зайти и скачать с официального сайта сам образ BlissOS, а затем записать этот образ на подходящую флешку, например, программой Rufus. В рамках этого ролика я не стану подробно останавливаться на том, как создать загрузочную флешку с операционной системой, так как такой информации очень много, и ее легко можно найти в интернете. Теперь можно приступать к установке. Вставляете вашу загрузочную флешку в компьютер и запускаете его. Сразу после нажатия кнопки питания вашего ПК вам нужно вызвать загрузочное меню, где будут перечислены все ваши флешки и диски, подключенные в данный момент. Для этого применяют разные кнопки у разных производителей, например, F2, F12, F8 и так далее. Какая кнопка за это отвечает у вас, вы можете узнать это в интернете, указав модель вашего ноутбука или марку вашей материнской платы. Затем из списка выбираете вашу флешку с образом. Перед вами появится список доступных вам действий. В данный момент вам нужно всего два пункта. Это первый пункт, где вам предлагают запустить операционную систему без установки на ПК, то есть в так называемом Live режиме.
Но мы воспользуемся другим пунктом, в котором нам предлагают установить систему на диск ПК. В данном случае установщик предлагает выбрать, на какой раздел диска вы хотите установить систему. И вот тут как раз вам пригодится мой совет по переименованию диска. В данном списке вы легко его найдете по названию, выбираете нужный раздел и жмите ОК. Теперь система предлагает вам отформатировать ваш выбранный раздел. Я советую вам отформатировать раздел диска в X4 формат. Вы же можете отформатировать в другой предложенный формат. Android для ПК установится и будет работать. Выбрав нужный пункт, жмете ОК. Здесь система еще раз просит вас подтвердить форматирование и предупреждает, что будут потеряны все данные на этом разделе, если они там есть. Жмете ОК. Теперь вас установщик спрашивает, хотите ли вы установить загрузчик Grub. У меня его нет, я выбираю «Да». Вы можете сделать свой выбор. Здесь система предлагает вам установить системный каталог, выбираем «Да». Далее система сама продолжает установку, исходя из выбранных вами ранее пунктов. Перед вами появляется окно, где система сообщает вам, что установка прошла успешно, и предлагает вам запустить ее или перезагрузить ПК. Вам нужно вытащить вашу флешку из компьютера и выбрать перезагрузку. После перезагрузки операционная система BlissOS предложит выбрать один из нескольких пунктов. Выбираете первый пункт или можете ничего не трогать, через несколько секунд установка продолжится сама. Система сделает некоторые настройки и загрузится. Вот и все, установка выполнена успешно. На первый взгляд установка выглядит довольно сложно. Я постарался насколько можно подробно описать установку системы на ПК. По собственному опыту могу сказать, что я сам устанавливал операционку на своих нескольких компьютерах, и установка друг от друга очень мало чем отличается. В основном различие в способе запуска загрузочного меню для выбора устройства загрузки и в списке при выборе раздела диска, где я вам посоветовал запоминать его название. Больше различий в установке я не нашел. Если вам понравилось это видео, то поставь ему лайк. Нажмите на колокольчик, чтобы не пропустить новое видео, которое выходит на канале, и подпишись на канал, так вы поддержите его. Всем удачи, пока!